Илья Федоров – российский волейболист, входящий в число самых перспективных либеро в мире. На момент выхода этого видео ему всего лишь 22 года, но он уже имеет на своем счету двузначное количество завоеванных кубков и медалей разного достоинства, а также большое количество индивидуальных наград, в том числе и MVP. Про этого безусловно талантливого волейболиста мы с вами сегодня и поговорим в рамках вашей любимой рубрики «Играй как про». Для тех, кто не знаком с таким форматом, поясню. Сперва мы разберем самые интересные факты биографии российского либера, а затем постараемся проанализировать его игровой стиль. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Илья родился 1 августа 2002 года в городе Новочебоксарск, что находится в Чувашской республике Российской Федерации. Будущий либеро казанского «Зенита» с самого детства обожал спорт. Уже с 4 лет он активно начал заниматься бадминтоном, и лишь в возрасте 8 лет в его жизни появился волейбол. Хотя что значит лишь с 8? Некоторые звезды мирового волейбола начали занятия этим спортом существенно позже. Например, американец Мэтью Андерсон приступил к осознанному развитию своих волейбольных навыков лишь в 14 лет, во времена старшей школы. Почему я упомянул его в контексте Федорова? Илья активно следил за выступлениями легенды «Зенит Казань», так что попутно будущий либеро был фанатом этого клуба с 11 лет. И кто бы мог подумать, что в будущем он не только окажется в академии этого клуба, но и будет завоевывать трофеи с основной командой. Вообще, Илья достаточно случайно оказался в структуре казанского клуба. В родном Новочебоксарске волейбол был практически не развит, и у Федорова даже не было мысли о профессиональной карьере. Но в возрасте 13 лет он решил съездить на просмотр в Казань. Причем это не было его инициативой, а он просто решил поддержать своего друга и отправился вслед за ним за компанию. Но получилось так, что лишь Илью взяли в систему «Зенита», а его друг Егор Егоров позже попал в Белгород. И вот, отыграв достаточное количество времени в молодежке казанского клуба, Федоров в 2019 году переходит в состав академии, фан-клуба «Зенит Казань», где его партнером по амплуа стал Владислав Бабичев, рекордсмен казанского клуба по количеству проведенных сезонов и матчей. Разглядев огромный потенциал в Федорове, легендарный либер решил стать личным тренером для перспективного волейболиста, так что он решил поделиться всем накопленным опытом с будущей звездой. А после того, как Илья оказался и в основном составе, то его наставничеством занялся и Алексей Вербов, так что с такими учителями он был обречен на неминуемый прогресс. Выступая за академию, Федоров периодически привлекался к тренировкам и играм за основную команду, так что дебют либера в составе «Зенит Казань» состоялся в возрасте 16 лет. Но полноценно в состав первой команды он перебрался немного позже, хотя к его персоне проявляли интерес и другие клубы Суперлиги. Но руководство и тренерский штаб поверили в молодое дарование и оставили его в Казани. И как показывает практика, сделали это не напрасно. Наверняка был бы один человек, который очень гордился всеми текущими достижениями Ильи в волейболе. И речь идет про его маму Инну Васильевну, которая после 2 лет борьбы с раком в 2020 году все же скончалась. Именно она и прививала любовь к мячу для будущего либера казанского «Зенита». Потому что она не только была преподавателем физкультуры в школе, но и также тренировала девочек в детско-юношеской спортивной школе. Это было невосполнимой потерей для молодого волейболиста, который только начал делать свои первые осознанные шаги во взрослой спортивной карьере, потому что они с мамой были очень близки. И последние недели и дни до смерти она ему часто повторяла «Ты мое сердце навсегда». Именно такую татуировку Илья сделал себе на груди в память о маме. И перед играми он кладет руку на это место, что позволяет ему настроиться и чувствовать себя более уверенно. Осознание этой потери сделало Илью сильнее, и с тех пор он старается наслаждаться каждым моментом своей жизни, понимая, что она может закончиться в любое время. И всего спустя 3 месяца после тяжелой утраты он уже смог стать чемпионом Европы среди молодежи и был признан лучшим либеро турнира. Перед тем, как мы начнем разбор, я сразу уточню, что это не какой-то детальный анализ, претендующий на профессиональную оценку. Это лишь мой субъективный взгляд на основные тенденции в игровом поведении Ильи Федорова. Кстати, кто давно следил за моим каналом, наверняка в курсе, что я приводил Илью в пример не самой удачной техники нападения, но тогда я даже не знал, что это либеро. Хотя, может, и в этом плане Федоров успел преобразить свои навыки. Как знать. Начнем с ритуала перед приемом подачи соперника. До подброса мяча подающим либеро принимает достаточно стандартную позу где-то в метре или 2 от лицевой линии. Ноги слегка согнуты и находятся достаточно широко друг от друга. Корпус наклонен вперед, а руки упираются в бедра. Как только подающий соперника начинает выполнять подброс, то Федоров сцепляет руки перед собой и делает имитацию приема, а затем оставляет их возле корпуса.
В это время Илья передвигается ближе к сетке. Если он хочет помочь своему партнеру и взять на себя больше пространства на приеме, то он двигается не только вперед, но и в сторону к нужному игроку. Почему нельзя встать сразу на нужную локацию? Чаще всего подающий принимает решение о направлении подачи до подброса, а во время подброса мяча, обычно и в особенности во время выполнения силовой подачи, он уже не может контролировать происходящее на стороне соперника, потому что взгляд прикован к мячу. Поэтому, изменив свое местоположение в приеме, вы можете застать соперника врасплох. Это достаточно распространенная практика на профессиональном уровне. А в случае с планирующей подачей Федоров и вовсе может полностью перекрывать своего партнера на приеме. После того, как либеро добирается до нужной точки, он ставит ноги достаточно узко и приседает. И лишь после удара по мячу Федоров разбрасывает ноги в стороны и оказывается в достаточно глубокой позиции. Примерно так и выглядит ритуал российского либера перед приемом подачи. Не знаю, почему именно сейчас я решил это сделать, но давайте немного поговорим про наколенники. Многие не до конца понимают, для чего вообще нужен этот волейбольный аксессуар. На примере Ильи Федорова я попробую объяснить свое мнение касательно предназначения наколенников. Если вы надели наколенники, то вы можете спокойно опускаться на колени, чтобы быстро занять более низкое положение, что часто может стать полезным преимуществом во время приема или защиты. Поскольку у вас уменьшается потребность в дополнительных падениях, вы можете быть более активным и продуктивным участником защитных действий вашей команды. Как пример, Денис Богдан использует лишь один наколенник. Его он надевает на левое колено, которое является для него опорным в подавляющем числе случаев. А например, Лаури Керминен, который не использует наколенники, в схожих ситуациях прибегает к падению. Я не говорю, что обязательно необходимо использовать этот волейбольный аксессуар. Просто рассказал про основную, на мой взгляд, разницу в игре с наколенниками и без них. Кстати, друзья, вы можете забрать подарок от нашего партнера по ссылке в описании. Наслаждайся игрой, остальное за Винлайн. Теперь переходим непосредственно к приему. Чаще всего Федоров старается выйти к мячу так, чтобы игровой снаряд находился перед его корпусом, чтобы иметь лучший контроль мяча и более устойчивую опору. Поэтому он по мере возможности старается дорабатывать ногами, чтобы оказаться на нужном месте. Понятно, что учитывая современные скорости подач, сделать это не всегда предоставляется возможным. Но благодаря работе аналитиков можно заранее занять удачную позицию и избежать лишних передвижений. Чтобы быть более мобильным, Илья не встает на полную стопу, а старается смещать центр тяжести ближе к носкам. Это позволяет ему быстрее начать движение к мячу в подавляющем числе случаев. Платформа ЗУК расположена достаточно близко к корпусу, а чтобы смягчить прием, чтобы мяч не улетел на сторону соперника, либеро делает движение назад во время контакта с мячом, тем самым значительно снижая скорость мяча после обработки, потому что стандартный совет «просто подставь руки» на таком уровне не работает. Тут нужно выполнять дополнительные манипуляции. При захвате рук Федоров использует достаточно стандартный вариант. 4 пальца одной ладони находятся над 4 пальцами другой, а закрепляется эта конструкция большими пальцами. В случае с Ильей пальцы левой руки находятся сверху, что является не самым распространенным вариантом. Так что напишите в комментариях, пальцы какой руки у вас находятся сверху в платформе для приема. Например, у меня правой. Поскольку это видео будут смотреть и начинающие любители волейбола, то обязательно проговорю некоторые важные моменты для улучшения качества приема и защиты. Очень важно опустить плечи, расслабить грудной отдел и подать его максимально вперед. Если говорить простыми словами, то сгорбиться, чтобы увеличить маневренность вашей платформы и позволить вам свести руки как можно ближе друг к другу. Особенно важным это становится в тот момент, когда вы пытаетесь обработать мячи, которые летят в сторону от вас. Если ваши плечи и грудной отдел напряжены и зажаты, то вы не сможете должным образом обработать мяч, а скорее всего вы его проиграете. Так что необходимо доворачивать вашу платформу и корпус в сторону связующего. А теперь давайте перейдем к защите. При обороне Федоров использует очень широкую постановку ног. Опора все так же идет больше на переднюю часть стопы. Перед атакой соперника Илья активно работает ногами, чтобы быть в тонусе и не закапываться на одной позиции. Руки находятся перед собой, предплечья развернуты вверх, но, что очень важно, руки не сцепляются вместе, чтобы если что было не только удобнее перемещаться к мячу, но и при необходимости сыграть мяч верхом. Опять же, эта информация больше направлена на начинающих волейболистов, потому что они часто сцепляют свою платформу, что сильно ограничивает их вариативность в защите.
защитной стойкой разобрались. Теперь нужно понять какие-то основные тенденции у российского либера в защите. При защите от атак из 4 зоны соперника Федоров находится примерно в 5-6 метре от сетки, а дальше его положение уже зависит от количества блокирующих. Чем меньше блокирующих, тем ближе он пододвигается к 6 зоне. А если его команда собирает торный блок, то тут Илья практически вплотную встает к боковой линии. Максимально к ней Федоров прижимается, а часто даже заступает за нее во время защиты от атак из 2 и 1 зоны. Чуть глубже к 6 зоне и ближе к сетке либер располагается при защите от атак центральных. Он смещается чуть ближе к боковой линии, когда соперник играет зону. А вот про защиту от пайпов ничего конкретного сказать не могу. Я пересмотрел более 20 матчей и практически не обнаружил сейвов. По расположению тут ситуация больше похожа на защиту от атак из 4 зоны соперника на двойном блоке. Вот таким получился разбор самого перспективного российского либера Ильи Федорова. Я очень надеюсь, что он вам понравился и вы оцените его лайком. Традиционно напишите в комментариях, про какого волейболиста вы бы хотели увидеть видео в данном формате. Как всегда, буду опираться на ваше предпочтение. Ну, а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.